И снова с вами канал Мы Дачники. Делаю сегодня рыбные консервы из салаки под томатным соусом и с овощами. Все, что нам понадобится, это рыбка. Салаки у меня здесь 1,3 килограмма, пока не чищенной. Лавровый лист, растительное масло, черный перец горошком, большая одна морковка, большая одна луковица, соль, сахар и томатная паста. Вместо томатной пасты, конечно, лучше томатный сок, но в связи с войной с томатным соком у нас напряженка. Поэтому я буду разводить томатную пасту, 40 грамм томатной пасты на 300 миллилитров воды. Ну и поехали. Значит, сейчас надо почистить овощи, оставшиеся, то есть морковку, и нашинковать ее, натереть на терочке. Ну, а рыбку почистить очень-очень тщательно, отрезая голову, вынимаю внутренности так, чтобы не было черных пленочек, потому как они вызывают горечь. Вот. Ну и делать все я буду в моей помощнице мультиварке на режиме тушения. Итак, мои дорогие друзья, лучок я порезала полукольцами, морковку вот натерла на терочке, еще у меня тут 1,5 столовой ложки муки и литром воды, чуть меньше, развела томатную пасту. Из расчета 40 грамм томатной пасты на 300 миллилитров воды. Сейчас на дно мультиварки вот налила растительное масло и буду обжаривать овощи вначале, то есть лук, а потом туда же морковку. Лук у меня уже поджарился до такого вот золотистого цвета. Сейчас буду загружать морковку. Так, это морковка. Сейчас вместе с морковкой лучок у меня подтушится немножко, поджарится. И можно будет добавлять муку, сахар, соль и разведенную томатную пасту. Так, морковка с луком уже обжарились при открытой крышке мультиварки на режиме жарко. Теперь я добавляю 80 грамм сахара, подсаливаю, не так много. И сейчас просею 1,5 столовые ложки муки. Вот таким образом. Ну и сейчас буду добавлять уже томатный сок, можно считать, это у меня уже. То есть томатная паста, разведенная в воде. Все перемешиваю. И выставляю программу тушения на 20 минут. Закрываю крышкой и занимаюсь рыбой. Итак, дорогие друзья, после того, как я рыбку почистила, у меня осталось салаки 800 грамм, ну и плюс 50 грамм икры. Здесь я перелила сюда уже готовые овощи с томатной пастой тушеные. Вот, и моя помощница стоит на подогреве с растительным маслом. Для более яркого вкуса я решила положить вот буквально столовую ложку майонеза в мою салаку, еще не тушеную. И немножко ее, конечно, подсолить. Сейчас я просто это все перемешаю руками. Майонез вы можете класть, можете не класть. Это на ваше усмотрение. Я решила немножко сделать такой яркий вкус у рыбки. И еще немножко подсолить. Так, выложим наверх сюда икру. Пусть она вместе с рыбой там тушится. Значит, на дно мультиварки я выкладываю немножко овощей на растительное масло. Выкладываю немножко рыбки. Произвольно. Уже выставила программу тушения на 3 часа. Кладу 1 листочек пока лаврушечки и перчика чуть-чуть. Тоже произвольно, тоже на свой вкус. Теперь опять заливаю томатом.
Опять кладу немножко рыбки. Так вот. Опять кладу листочек лаврушечки. И совсем чуть-чуть перчика. И точно так же опять заливаем. Выкладываем оставшуюся рыбку. Добавляем последний листочек лаврушки. Несколько горошков перчика. Ну и уже остатки томата с овощами. Распределяем красиво все. И можно уходить по своим делам, но при этом где-то за час приготовить уже баночки, чтобы сложить туда стерильные баночки, значит, чтобы сложить туда рыбку и законсервировать. Закрываем крышку и уходим по своим делам. Итак, дорогие друзья, 3 часа вышли. Сейчас я буду в стерильные баночки закладывать салаку с овощами и закатывать ключом. Итак, дорогие друзья, вот что у меня получилось на выходе. 2 баночки я закрыла крышками. Я их опущу в погреб, а вы можете поставить в холодильник. Рыбные консервы долго не хранятся. Их можно хранить месяц. Ну и здесь в холодильник вот судочек и маленькая баночка, чтобы покушать. Рыбка у меня хорошо там разварилась. То есть никаких косточек, ничего не чувствуется. А на этом все. Всем приятного аппетита. Пока-пока.